Встречайте, «Орел и решка. Перезагрузка». 3-й сезон. В этом сезоне мы перезагрузим новые старые города. Заново откроем удивительные острова. Ну, здравствуй! Привет! Как тебя зовут-то хоть? Вам понравится. Заканчивается посадка на рейс 556. Ой-ой-ой, как не вовремя. У меня как раз карта пошла, что надо. Ладно, у вас есть еще 10 минут. Thank you. Это же покер-матч. И здесь победитель получает все. Ха! А вот и full house от Настюшки. Другое дело. Слушай, там такие бутеры были, всего по 10 евро. Я, правда, не знаю, зачем я с рыбой взял. Я не ем рыбу, но она такая красная. Эй! Всем привет, друзья! Это «Орел и решка. Перезагрузка», и мы в Стокгольме. Сейчас монеточка все ей решит. Скромненько подбрось. Вот скажи мне, а орел ты сказать не хочешь? Орел! Решка. Прости, это не я. Она Елисей, полетела. и мы я поймал. договорились Просто с тобой, что я все города буду золотой картой. Да. Вот знаю я вас всех, этих ботаников. Никаких бизнес-стратегий с вами выстроить нельзя. Тут салага. А карта? Прошу прощения, точно, карта. Хорошего уикенда. И тебе. Дай 5. Стокгольм – это город, у которого, кажется, есть раздвоение личности. Никогда не поймешь, какой он на самом деле. Стокгольм то и дело переносит тебя из настоящего в прошлое. Он то очаровывает сдержанностью, то сразу уносит в отрыв. Каким город откроется именно тебе, это всегда лотерея. Ну что, Стокгольм, давай знакомиться. Одну возьму. Воу! А это, кстати, моя тачка. Что можно взять в Швеции, как не самую шведскую машину? Volvo XC90. Огромный и мощный. Настоящий викинг. Вот, даже молот Тора прихватил. У Volvo всегда был титул самой безопасной машины. Говорят, мое авто даже умеет читать знаки на дорогах и автоматически сбрасывать скорость. Автоматика еще до столкновения подтягивает ремни и надувает подушки безопасности. А еще обратите внимание, что мой водитель прямо сейчас не держится за руль. Все потому, что система круиз-контроля этой машины способна держать ее в полосе просто по разметке. Это практически автопилот. Я любила тебя захлестом. Я любила тебя до дна. Hi. Need to change. Thank you. Хоть Швейцария, хоть Швеция является частью Евросоюза, тут до сих пор ходят старые добрые кроны, которые благополучно отобрали у меня 5 евро. И осталось 801 крона. Комиссию за обмен валюты в Швеции берут везде и не просто так. Правительство хочет отучить граждан пользоваться наличными, чтобы экономить на печати банкнот и чеканке монет. Добраться до города можно 3 путями. Направо пойдешь, скоростной электропоезд найдешь. Налево пойдешь, на автобусе поедешь. Ну а прям пойдешь, самый жлобский путь до города покажешь. Хотите узнать, как сэкономить на проезде в Стокгольме? Схема хитрая, но работает. Записывайте. Шаг 1.
Покупаете проездной на день на все виды транспорта за $14. Первый раз я вижу, чтобы для того, чтобы купить билет на транспорт, нужно взять талончик, как в поликлинике. Швейцарцы. This one day ticket. Yes. Дорого, согласна, но он обязательно окупится. Шаг второй. Идете на автобус номер 583. Он довезет до городка Марста. Котятки, в Швеции нет кондиционеров, потому что они попросту здесь не приняты. Так как здесь по большей части холодно, в жару можно умереть. Невозможно. А из городка Марста едете на электричке в Стокгольм. О-оу. Кажется, у кого-то есть небольшие проблемки. Он был в руках. Ты садилась в автобус. Успела. Конечно, ни один вменяемый турист не проделает такой заковыристый путь. Зато за $14 ты и добираешься до города, и еще сутки можешь ездить на любом транспорте. Если учесть, что разовая поездка стоит почти $4, экономия может быть $15. В этом вагоне есть кондиционер. И это прекрасно. Standing here, crisp and clear, with half a smile. Ну здравствуй, Стокгольм! Когда только въезжаешь в него, ничего, кроме аккуратности и сдержанности, в глаза не бросается. Типичный северный город. Такая скромность не случайна. Шведы придерживаются особого принципа жизни – лагом. Это слово никак не переводится, но примерно означает «золотая середина», когда у тебя всего ни много ни мало, а ровно в самый раз. Лагом — это не спорткар за $500 000. Это комфортный и безопасный автомобиль. Лагом — это не здание в стиле барокко с золотыми вензелями, а практичная современная архитектура. Лагом – это купить не 10 красивых вещей, а одну качественную, которая прослужит долго. Лагом в Стокгольме проявляется на каждом шагу. И за этот уикенд мы еще не раз с ним столкнемся. Для богатого туриста такая философия — это просто беда. Потому что из-за скромности шведов найти богатое и дорогое развлечение в Стокгольме — это еще та задача. Но я обязательно найду способы спустить как можно больше денег. Все туристы в Стокгольме сразу идут в район Гамла-Стан. Это именно тот Стокгольм, который мы представляем, когда читаем сказки Астрид Лингрен. Ряды старинных домов, острые шпили соборов и церквей, брусчатка, отполированная ногами и столетиями. Какой-то абсолютно, знаете, сказочный город. Вот такое ощущение, что вот-вот из-за угла вылетит Карлсон. А пройдем дальше, и там на скамеечке будет сидеть Пеппи длинный чулок. Знаете, друзья, Стокгольм – это такой город, в котором ты можешь встать в центре улицы, и куда бы ты ни повернул, просто даже сделать круг на 360, все равно везде будет невероятно красиво. Сейчас в это не верится, но до середины 20 века Гамла-Стан был большой трущобой. Помои и нечистоты вытекали из домов прямо на улице. Кстати, помните, куда Жанна в прошлый раз спрятала бутылку? Вот именно по таким трубам нечистоты и вытекали. В прошлый раз Андрей Бедняков рассказал, почему это здание популярно среди туристов, но не рассказал его историю. А именно на этой площади датский король казнил 96 шведских аристократов, после чего Швеция взбунтовалась и обрела свою независимость.
Это здание выкрашено в красный цвет в память о том кровавом дне. Белые кирпичики, выложенные вокруг окна, символизируют всех убитых на этой площади аристократов. А вот еще интересная штука – фонтан. В средние века это был колодец. И во времена чумы были люди, которые грешили туда, например, кидая кусок человеческой плоти, который умер от чумы. И тем самым заражали весь город. И на этой прекрасной ноте я отхлебну чудотворной водицы. Жуть, конечно. Да, Стокгольм — это город разнообразия. Прям как у меня в покер-матче, где я играю с совершенно разными людьми. Но я-то знаю, что карточные колоды — это миллионы разных комбинаций. Поэтому мне никакой противник не страшен. Так, глянем, что там в покер-руме. Так. Помните, мы говорили про шведскую философию – благом. Так вот здесь она проявляется в том, что в Стокгольме не найдешь запредельно дорогих отелей. Например, в том же Шератоне номер стоит всего $500 за ночь. Так что отель здесь лучше выбирать не по цене за сутки, а по креативности. Я выбрал себе отель Downtown Camper. Ну, пока креативом не пахнет. Это черная коробка с окнами. Больше смахивает на какой-то советский НИИ. Ну, посмотрим, что внутри. Очень странные лобби. Здесь намешаны какие-то непонятные магазины с одеждой, и рестораны, и зоны отдыха. И это все даже не разделено друг с другом. Но вместе почему-то смотрится очень круто. Как будто на хипстерскую ярмарку попал. Тут и полки с книжками, и каяки под потолком, и скейтборды, и велосипеды, на которых, кстати, можно кататься. Салон красоты прямо возле лифта, и никаких тебе стен. Бреют и все. Кстати, неплохо ведь бреют. Посмотрим на мой креативный номер. Ну, маловат, конечно. Но все в лучших скандинавских традициях. Кровать, рабочий стол, телевизор, какая-то лаунж-зона. Это не комната, а целое пособие по скандинавскому дизайну. Открытое пространство, много дерева и ненавязчивые цвета. Все максимально лаконично, но с какой-то придурью. Посмотрите на эту тумбочку. Это ж пень, он настоящий тяжелый пень. Ого. Они даже в номерах разделяют мусор. Смотрите, реально отдельные секции. Ну это вообще шедевр. О, вот это уже интересно. Ребят, у меня собственный выход на крышу. О, ну другое дело. Вот и бассейн, и шезлонги. Как попасть? Кажется, все равно придется обходить через лифт. Креативное жилье найдется не только для богатых. В Стокгольме полно необычных хостелов. Хостел в самолете с окнами-иллюминаторами. Хостел на корабле с каютами для сна и палубой для посиделок. Хостел в тюрьме, где комнаты – это бывшие камеры. Но стоят такие креативные хостелы больше $30. А я буду жить в самом обычном хостеле. Обычнее не бывает. Обычная комната с обычными 16 койками. Душно. Нереально. Все как всегда. Шкафчики, кровати. Ну, дороговато, конечно, за $21, но для Швеции нормально.
Оказалось, что центр Стокгольма перекрыт, потому что по улицам города движется грандиозный парад. Ну, пройдусь пешком и хотя бы посмотрю, что там. Вот уж чего не ожидал от сдержанных шведов, так это такого шествия. Раз в год здесь проходит европейский парад. Они все наряжаются в карнавальные костюмы во все цвета радуги и устраивают себе праздник прямо на главных улицах города. Поэтому-то я и не мог проехать. Вы только посмотрите. О, вот это я понимаю, да видишь. Шведы очень сдержанный народ, но они отдают себе отчет в том, что весь мир не может быть такими же сдержанными, как они. Ты мой хороший. Весь год они придерживаются философии лагом. Но в первую субботу августа они устраивают парад, чтобы выразить всем другим нациям респект. И тут строгий Стокгольм взрывается, как хлопушка с конфетти. Видимо, это настолько веселое мероприятие, что здесь даже мужчины переодеты в костюмы, в блестки. Ну, то есть реально у людей нет комплексов. Это классно. На европейский парад приезжают те, кто не стесняется быть собой. И неважно, ты брутальный мужик, который любит носить кожаные портупеи, или девушка, которая против одежды. На праздник приходят боссы разных компаний, пожарные, медработники и даже члены парламента. Но атмосфера здесь, правда, фантастическая. Помимо того, что она веселая, она еще и очень добрая. Уже завтра вы не узнаете Стокгольм. Он снова станет спокойным и сдержанным. Человек с золотой безлимитной картой должен обедать в самых респектабельных заведениях города. Ну, правило есть правило. Ресторану Den Gulden Freden через 4 года исполнится аж 300 лет. Но это не самое интересное. Этот ресторан – любимое место членов Нобелевского комитета. Да, члены Нобелевской академии едят в скромных ресторанах с пошарпанными стульями. Здесь за обедом они сидят и думают, кому бы дать премию, скажем, по литературе, размером под $1 миллион. Члены Нобелевского комитета в еде неприхотливы и выбирают классическое шведское меню за $50. Так, я немного в растерянности. Тут 3 вида селедки в разных соусах, немного сыра, немного картошки и вообще нет хлеба. Как это есть? То ли это надо вывалить на тарелку и перемешать, то ли это надо по кусочку и закусывать, но чем? Сейчас немножко жалею, что у меня практически никаких ресторанных познаний, потому что описать это я не очень-то могу, вам надо попробовать. Но это определенно вкусно. На что похоже? Что должно быть похоже? Зеленый соус должен быть что-то похоже. Ну, зелень, там шпинат, мята, кислый, сладкий, Нет. острый. Он вот... Что это? Песто. По-моему, похоже на песто. Ну вот видишь, да. Третий вид. И у меня даже предположение есть, что за зеленый соус. Это похоже на песто. И, если честно, из этих 3 это явно мой фаворит. Потому что, во-первых, она не такая соленая, а во-вторых, я обожаю песто. Евсей, ну удивил, попробовал селедку. Да у шведов это народное блюдо, которое доступно каждому. В Стокгольме полно киосочков, где продают недорогую жареную селедку. Please, new strike strong. Yes. Всего за $8 вы получаете 3 куска жареной селедки, пюрешку, малосольные огурчики и салат с капустой. Сяду рядом с голубиными какульками. Все, как я люблю. Пахнет просто искушающе.
Если у нас хлеб всему голова, то у шведов селедка всему голова. Шикардос. Ее здесь так много, что ловят прямо в каналах в черте города. Мне принесли основное блюдо. Традиционные шведские митболы с крем-картофелем. Ну или по-нашему, тефтельки с пюрешкой. Очень даже неплохой вкус. Мягко, насыщенно и какие-то не совсем привычные мне приправы, но определенно вкусные. А что ты меняешь руку постоянно? Ну как, беру, режу и кушаю, и нормально. Но если мне надо зачерпнуть, я делаю вот так. Почему вы смеетесь? Нет, ну надо, это отвратительно смотрится. Надо... попробуй зачерпнуть левой рукой. Ну вот зачерпни, пожалуйста, попробуй. Это как-то очень криво. Но вот эти вот все ваши... Вот так вот локоть поднял в небеса, куда-то что-то сделал. Зачем локоть поднимать? Так, а как по-другому? Ну, Локти должны быть вот тут всегда. то есть вот так, локоть сюда прижат, и я такой тираннозавр Рекс, и, короче, такой, опа. А ножик еще возьми правую. Можно я уйду прямо сейчас? Простите, пожалуйста. Я обязательно научусь. Обещаю. Это как плавание. Оно придет с возрастом. Пюреха вообще зачетная. На самом деле лайком и репост. Редко кто может меня порадовать четкой пюрешкой. Я, конечно, пока не эксперт по транжирству, но куда потратить $970 придумал. Стокгольм – один из немногих городов мира, над которым можно летать на воздушном шаре. Здесь богач может почувствовать себя Карлсоном и свысока рассмотреть крыши домов, шпили церквей и позаглядывать в окна последних этажей. И сейчас вся вот эта громадина взлетит, да еще с 3 людьми. Как это работает? Физика. Фу, ну что, это был последний рубеж? Кажется, мы взлетаем. Офигеть, как быстро поднимаемся. Я вообще не ожидал, что так быстро. Я, конечно, хотел пролететь над Стокгольмом, посмотреть на эти все крыши, пики, церкви сверху, но кажется, с ветром что-то не так, и нас уносит в сторону. Тут уж никакая золотая карта не поможет. Куда ветер, туда и ты. А знаете, я не жалею. Это мой первый воздушный шар в жизни, и он не может быть плохим. Is it possible to touch the grass? Что происходит? Вот это реально офигенно. Ребят, лететь в воздушном шаре — это, конечно, очень круто и экстремально, но снаружи это вообще другие ощущения. Стокгольм не перестает удивлять. Представляете, здесь каждый может влиять на внешний вид города, даже заезжий турист. Играем в игру «Ведущий всемогущий». Есть башенка, красивая, цветастая. Есть телефончик. На телефончике есть приложение, благодаря которому ты можешь сам менять цвета вот этих окошек.
Приложение бесплатное. Там есть регуляторы 3 основных цветов. Их нужно смешивать и выбирать, какие окошки в какой цвет покрасить. Сейчас 2 верхних окошка сделаю красным. Красные? Красные. Сейчас центральные 2 сделаю зелеными. Ой, извините, я снова сделала 2 верхних. Хотела и сделала. И они загорелись зеленым. Ну, классно же! Я просто стою и управляю огромной башней через телефон. Вот технологии. В смысле? Я ничего не понимаю, как выключить в этой комнате свет. Да не включить. Ну, может быть, тут? Шведы, вы издеваетесь. Окей, я буду спать при свете. Ой, доброе утро. Все путеводители по Стокгольму советуют обязательно побывать в музее под открытым небом в Скансене. All hail to the days that merit more praise than all the rest of the year. And welcome the nights that doubles delight as well for the poorest appear. Скансен – это не просто музей. Здесь экспонаты – это столетние дома, древние мастерские и целые улицы с брусчаткой. Только вдуматься, друзья, в конце 19 века шведы уже додумались до того, что это все нужно сохранять для будущего поколения. Они выделили часть острова и решили построить там маленькую копию Швеции. Whereat the young men do best as they can to drive the winter away. Стали свозить сюда со всей страны церкви, дома, торговые лавки, мастерские стеклодувов, старые повозки, заправки, бочки и черпаки. В прошлые века даже запах стоит такой вот, как в избе прям. Старинной избе. Класс. Здрасте. Ты ж моя хорошая. Посмотрите, у них даже одеяние просто точь-в-точь, как в старые века. И идет так, как будто вот все нормально, так и живем. Они настолько заморочились, что для северной части парка привезли растения именно с севера страны и так далее. И не зря старались. Теперь можно обойти всю Швецию за 1 день. Пока Настя ходила по паркам, я занимался тем, что искал недешевые развлечения в Стокгольме. И нашел. О да! Зацените, это парк Грена Люнд. Самый дорогой парк аттракционов в Швеции. Просто, чтобы зайти туда, даже если вы не собираетесь кататься ни на каких аттракционах, вам придется заплатить 120 крон. Но я-то собираюсь оторваться по полной, поэтому беру самый дорогой билет – 600 крон. За $66 вы получаете безлимитные покатушки на горках. И представляете, даже талончик на еду на $9. Я не был в парке аттракционов лет, наверное, с 8. Но я не боюсь, в принципе, высоты, поэтому все должно быть нормально. Я не знаю, почему они так орут, но, видимо, скоро узнаю.
Ну что, начнем с чего-нибудь попроще? Американские горки. Все не так страшно, как я думал. Это мы с самого простого начали? О, а на эту горку и очереди нет. Называется Insane. Главное, чтобы потом не было outside. Insane переводится как ненормальный. По-моему, очень подходящее название для этого аттракциона. Сиденье с людьми крутит во все стороны по какой-то вообще непонятной траектории. Если честно, я сейчас сел и понял, что мне не так уж и сильно этого хочется. Так и должно быть? Скажите, что так и должно быть. Я понял, почему нельзя ничего в кармане. А следующий аттракцион называется Икар. Суть простая. Тебя поднимают на высоту 80 метров. А это, на секундочку, 25-этажный дом. Почему он перевернулся? Стоп! Нет, в смысле? Оно и так и должно быть? Нет! Так. Слишком быстро. Thank you. Welcome back. Yeah, back. В Скансене обязательно нужно прогуляться в часть парка, стилизованную под север Швеции, и там найти избушку на курьих ножках. А вот, друзья, и самая настоящая избушка на курьих ножках. Обалдеть. Есть версия, что такая избушка – это на самом деле гроб. В древности люди ставили деревянные склепы на столбы. Вход был направлен от деревни в сторону леса. Поэтому и нужно было, чтобы избушка повернулась к лесу задом. Но у шведов своя версия. Но на самом деле это не просто сказочный домик. Действительно, это самый настоящий амбар саамов. И там хранили зерно. А все потому, что грызуны, друзья, чтобы они не смогли добраться до зерна, ну и любых других продуктов. Люди во всем мире оценили такую идею шведов. Теперь вот такие скансены или музеи под открытым небом есть чуть ли не в каждой стране. Хотя, если честно, $21 за вход – это больно. Если вам в воскресенье в 13:00 будет нечем заняться в Стокгольме, посмотрите на смену караула. Мы их видели уже десятки, но этот уникальный. Друзья, ловите лайфхак. Можно наблюдать смену караула у Королевского дворца, но там собрался весь народ Стокгольма. Sorry. Потому что мне уже отсюда ничего не видно. А можно следовать по маршруту караула и насладиться им вдоволь без толкучки и очередей. Красивые такие.
Не, ну они какие-то, конечно, уникальные ребята. Я просто в восторге. Как можно быть на коне, еще при этом держать какую-то трубу, играть на ней и все делать в такт, четенько, ровненько. Но выглядят они, конечно, просто потрясающе, с иголочки. Когда ты следуешь по маршруту караула, конечно, ты видишь их на расстоянии вытянутой руки. Но будьте готовы к тому, что вам придется побегать за ними. Дорогих развлечений в Стокгольме не осталось, но у меня появилась идея. У шведов популярен один дорогой гаджет, который я решил протестировать. Итак, вашему вниманию предоставляется Ховдинг. Это суперинновационное средство защиты для велосипедистов. Он выглядит как воротник с датчиком, и в случае падения Ховдинг раскрывается и образует вокруг головы подушку безопасности. Друзья, никогда, ни при каких обстоятельствах не повторяйте это самостоятельно, потому что это опасно для здоровья вашего и моего. Вот 1,5 года отъездили с Антохой с этим рюкзаком. Где он только не был, какие испытания не проходил, был в целости и сохранности. А вот в прошлом городе с ним походил Енисей. Что? Что потом, Енисей? А? Итак, пробуем. Блин! Так, а как это снять? Он меня сейчас задушит. Во-первых, это очень больно. Во-вторых, я вообще не понимаю, какого черта он сработал. Я просто ехал. А в-третьих, снимите с меня эту штуку кто-нибудь. Как я выгляжу? Чего вы все смеетесь? €300. Просто ударили меня по башке и все. Я хотел упасть. Нет, я не хотел упасть, но я хотел проверить, защитит ли меня эта штука. В итоге она просто раскрылась. Практически на ровном... Ладно, не на ровном месте, но, блин. А чтобы вы понимали, почему я сейчас так негодую, эта штука не складывается. Она используется один раз. То есть я потратил €300, покатался 5 минут, не упал, и она просто раскрылась. Все. Прошло 1,5 дня, а у меня осталось не больше $5. В любом другом городе можно было бы уже умереть от отчаяния, но только не в Стокгольме, потому что здесь деньги буквально валяются под ногами. Опачки! А что это у нас тут? Вижу денежку, иду к ней. Одну возьму. Ну а что вы хотели? Здесь за одну бутылку дают 1 крону. А это, на минуточку, больше 3 гривен. Это были мои бутылки. Все забрала. А? Your bottle. А, да? I need so much. Thank you. Фу, еще одна в копилочку. А то эти цыгане, не успеваешь к мусорке подойти, они уж хоп-хоп и бутылки забрали. Excuse me, sir. I'm so sorry. Can you give me your bottle? What? Your bottle, yes. What? Why? Just, I need, you can bulk and give me. Oh, thank you. Прекрасно. Между прочим,
В Швеции есть даже такой вид спорта – плог – собирать мусор во время пробежек. Так что я не побираюсь, а занимаюсь спортом. Пока Настя побирается, расскажу вам про еще одно дорогое развлечение в Стокгольме. Ребят, вы даже не представляете, на что я только что потратил 325 баксов. Ребят, заносите. Here, just like... Это кусок льда. И я сейчас буду его долбить. Тут можно купить глыбу льда и сделать из нее скульптуру. Для начала при работе со льдом надо придать ему какую-то форму. Только вот я вообще без понятия какую. И никакой макет тут не нарисовать, поэтому просто попробуем. Ничего себе. Это очень тупо. Инструмент вообще не слушается. Зубцы цепляются за лед. Пила то и дело соскальзывает. И придать какую-то форму этому параллелепипеду кажется вообще нереальным. Меня немножко достала эта пила, поэтому я попробую чуть более экстремальные меры. Серьезно, так можно было? Кстати, красиво получилось. Так, кажется, уже вырисовывается силуэт. Вы уже, наверное, догадались, кто это будет. Осталось только допилить. Неплохой улов получился. Аж 2 пакета бутылок. Осталось их сдать. В супермаркетах для этого есть специальные автоматы. На самом деле эти автоматы очень крутые. Во-первых, они перерабатывают пластик, бутылки, еще и делают богаче человека на 1 крону за бутылку. Погнали? Конечно, невероятная вещица. Ну, во-первых, друзья, это выгодно. Во-вторых, вы помогаете тем самым окружающей среде. Ну и в-третьих, можете помочь детям, отправив деньги на благотворительность. Ну и с сэкономленных денег я пойду и куплю себе что-нибудь поесть. Автоматы выдают чеки, которые можно обналичить на кассе магазина или оплатить ими покупки. Ну, на обмененные бутылки я приобрела местный хлебушек, рыбную икру и какие-то консервы сюрстромин. Не знаю, что это, но продюсеры сказали обязательно попробовать. Судя по форме, получилась скорее какая-то рыба. Поэтому сделаю плавнички, глаз, и получится символ Швеции. Селедка. Это, наверное, самая бесполезная трата денег в Стокгольме. Мало того, что без специальных навыков ничего не получится, так еще и не заберешь на память свое творение. Time to let it go. Ну, пока, золотая рыбка. Мои $325 поплыли по реке. Итак, многие спрашивают, что в рюкзаке у ведущего «Орла и решки». Напоминаю, местный хлебушек. У меня здесь вздувшиеся консервы сюрструмин. Они правда вздулись по сравнению с тем, как мы их брали? Надеюсь, они не взорвутся. Ну и икра в виде пасты рыбная. Ну, мальчик, который ее уплетает, выглядит счастливым. Конечно, открывашки у меня нет, но у Сани, у моего оператора, нашелся нож.
Фу! Я не буду это жрать! Эти консервы воняют просто отходами всех животных этой планеты. Просто это сдохнуть можно. Вы прикалываетесь? Я не буду это издеваться. Ты можешь сколько угодно кивать головой. Я не буду это открывать и жрать это. Эй, господа ученые! Можете отменить запуски там своих ракет, вот этих ядерных, да? Как будто коты сдохли в своем... Купите вот эти все страмины в Швеции. Жрать я это ни в жизни не стану. Откройте и все. На расстоянии миллионов ярдов не останется ни единой живой души. Я не возьму это в рот. Я лучше бараний пенис съем вместо Антона, чем эту рыбу. Абсолютно невкусная, соленая, острая, которая после этого остается послевкусие. Такое ощущение, что бараны сходили в туалет ко мне в полость рта. Я искренне не понимаю, что здесь деликатесного, что здесь вкусного и что здесь особенного и необычного. Ты реально открываешь, у тебя такой... ты такой «О!» Потом, ладно, ты затыкаешь нос, кусаешь кусок этой вонючей рыбы. Это полностью отвратительный продукт, который отвратителен на запах и еще более отвратителен на вкус. И она у тебя во рту делает так... А тебе не спрятаться. Это самое отвратительное, что я ела в своей жизни. И она просто заполняет каждое пустое пространство твоего черепа, и тебе от нее не скрыться, понимаете? Никакая личинка, ни бычья башка просто рядом не стояла. Долг ведущий обязывает рассказать об этом стрёмном стрёминге. Появился он случайно. Давным-давно шведские моряки брали с собой в море засоленную в бочках рыбу. Однажды положили мало соли, и рыба забродила. С голодухи пришлось питаться тем, что есть. И с тех пор это местный деликатес. Ну что там по закату-то у нас? Тучи. Для многих шведов спорт – ежедневное и любимое занятие. А я, кстати, увлеклась интеллектуальным спортом – покером на покер-матч. Сейчас оттачиваю свои навыки при любой свободной минуте. И с любыми соперниками. Кстати, давай я тебя научу играть в покер и буду на тебе тренироваться. Ребят, вы прикиньте, что я сейчас буду делать. Я буду прятать вот эту бутылку. Я уже сбился со счета, в скольких странах я сам ее искал. А теперь прячу своими руками. Рассказываю, как заработать $100 в Стокгольме с помощью всего одной бутылки. Отправляйтесь на улицу Элиасваген, там есть скейт-парк. Возле теннисного корта ищите старое бревно. Удачи! Под этим самым бревном, в этом спортивном парке, я прячу для вас заветную бутылку «Орла и решки». Для бедного туриста Стокгольм – это настоящее испытание. И отхлебну чудотворной водицы. Несчастных $100 хватит только на проезд, проживание и питание. И она у тебя во рту делает так... Ну и максимум на одну экскурсию. И то придется еще побираться. You can bulk and give me. Oh, thank you, sir. Но беда в том, что и с золотой картой тут особо не разгуляешься. Маловат, конечно. Это кусок льда. Из-за своей философии лагом шведы не придумали запредельно дорогих развлечений. Это очень тупо. Поэтому их придется придумывать себе самому.
Чего вы все смеетесь? Вот-вот из-за угла вылетит Карлсон. Как это есть? Шикардос. Слишком быстро. Енисей. О, приветик. Да, Карту ничего давай. страшного, это как обычно на... Не-а. Что это? Так не пойдет. Я уже все смысле? знаю. Я смотрю, кто-то у нас тут повзрослел. Ну да. Евсей, Ага. слушай, тебе понравится. Что? Здесь есть потрясающий деликатес, очень вкусная история. Сейчас расскажу, где купить. Давай. Так, а ты, может, это со мной? Я тебе куплю. Не торопи события, я уже наелась. Дорогие друзья, увидимся с вами в следующем городе. Короче, идешь в магазин, Так. покупаешь консервы, называется стрём, я запишу тебе, короче.